Вселенная — необъятная структура, включающая бесчисленное множество разнообразных объектов. Эти объекты разделены столь громадными расстояниями в безграничном космосе, что даже свет растворяется в его глубинах. Например, солнечному свету требуется более 4 лет, чтобы добраться до ближайшей к нам звезды. Преодоление же межгалактических промежутков занимает миллионы лет. Осознание того, что эти колоссальные пространства — лишь мельчайшие частицы в масштабах макрокосмоса, не может не поражать, каковы же истинные размеры мироздания. Наша Солнечная система — лишь одна из бесчисленных планетных систем, рассеянных по галактике. Она состоит из центральной звезды, находящейся в основной последовательности 8 планет со спутниками, а также более миллиона малых тел, астероидов, комет и метеороидов. Крайне известная нам планета — Нептун. Радиус ее орбиты составляет около 30 астрономических единиц или примерно 4 световых часа. Удивительно, но даже орбита Нептуна занимает лишь крошечную часть системы. Самым далеким наблюдаемым объектом считается Фарфорут, удаленный от Солнца на 132 астрономических единицы, около 18 световых часов. Однако даже он находится недалеко от гипотетического облака Аорта, внутренняя граница которого начинается примерно в 2000 астрономических единицах от Солнца. По оценкам, внешние его пределы могут простираться до 60 тысяч астрономических единиц, что приблизительно равно 1 световому году. Все, что лежит за этими границами, находится уже в межзвездном пространстве. В пределах 20 световых лет от Солнца расположено более 50 звезд, от тусклых красных карликов до таких ярких светил, как Сириус, Процион и Альтаир. Некоторые из них обладают собственными планетными системами, на которых потенциально возможна жизнь. Например, экзопланета Gliese 832c, удаленная на 16,1 световой год, более похожа на Землю, чем любая планета нашей системы. Ее средняя температура составляет около 253-20 градусов по Цельсию, а полный оборот вокруг своей звезды она совершает за 36 земных суток. По космическим меркам это расстояние невелико, но космическому аппарату, летящему со скоростью 17 км/с, потребовалось бы около 300 тысяч лет, чтобы достичь этой планеты. Современный уровень технологий не позволяет создать корабль для столь длительного путешествия. Солнечная система вместе с соседними звездами входит в рукав Ориона, часть галактики Млечный Путь. Наша галактика содержит около 400 миллиардов звезд и, по оценкам, более триллиона экзопланет. Ее диаметр составляет примерно 100 тысяч световых лет, а звездное гало может быть вдвое больше. Толщина основного диска около 1000 световых лет, но в центре есть утолщение, балдж диаметром примерно 3000 световых лет. Млечный Путь входит в состав местной группы, объединяющей более 50 галактик на территории около 10 миллионов световых лет. Крупнейшая из них — галактика Андромеды, треугольника и наш Млечный Путь. Совокупная масса группы оценивается в триллионы солнечных масс, причем основная доля приходится на нашу галактику и Андромеду, которая удалена от нас на 2,5 миллиона световых лет. Местная группа является частью сверхскопления Девы, насчитывающего более 30 тысяч галактик. Его диаметр — около 150 миллионов световых лет, а масса достигает квадриллиона солнечных масс, эквивалент 1000 галактик типа Млечного Пути. Оно имеет уплощенную форму. Около 60% объектов сосредоточено в листе толщиной примерно 10 миллионов световых лет. На еще больших масштабах выделяют сверхскопление Ланиакея шириной около 520 миллионов световых лет, которое включает, среди прочих,
сверхскоплений Девы и Великий Аттрактор, гравитационный центр, расположенный в 250 миллионах световых лет от Земли. Природа Великого Аттрактора остается загадкой, так как он скрыт от наблюдения плоскостью Млечного Пути. Ланиакея — часть крупномасштабной структуры Вселенной, состоящей из галактических нитей, стен и войдов, огромных пустот. Одним из самых больших образований является Великая Стена Геркулес, Северная Корона, протяженностью около 10 миллиардов световых лет. Ее существование бросает вызов современным космологическим теориям, согласно которым столь огромные структуры не должны были успеть сформироваться. Согласно данным, наблюдаемая Вселенная представляет собой сферу диаметром около 93 миллиардов световых лет. Эта область, называемая метагалактикой, возможно, является лишь частью целого. За ее пределами могут находиться экстраметагалактические объекты, недоступные для изучения. Аномалии в движении некоторых галактик на границе видимой Вселенной могут указывать на влияние массивных структур за пределами метагалактики. Существуют гипотезы, что за границами наблюдаемой Вселенной могут существовать иные миры с другими физическими законами, концепция мультивселенной, а некоторые радикальные предположения рассматривают нашу реальность как сложную симуляцию. Однако подтвердить или опровергнуть эти идеи пока невозможно. Космические расстояния невообразимы и могут пугать. Конечно, расстояния в пространстве выходят за рамки нашего воображения и могут даже пугать. Они кажутся бесконечными с точки зрения любого современного человека. Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что Вселенная расширяется, и если этот процесс продолжится, рано или поздно объекты в пространстве исчезнут за горизонтом событий. Сначала исчезнут галактики, затем звезды, и весь мир окунется в вечную тьму, но к тому времени рядом уже никого не останется, чтобы это засвидетельствовать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!